Ты знал, что самая большая пустыня в мире – это не Сахара, а Финляндия – это не скандинавская страна? Или вот, например, что самый соленый водоем совсем не Мертвое море? Сегодня я развею множество популярных заблуждений и покажу мир таким, каким ты его еще не видел. Поверь, после этого ролика твое представление о нашей планете точно изменится. Финляндия не относится к Скандинавии. Скандинавией принято называть только 3 страны – Норвегию, Швецию и Данию. Несмотря на общие исторические и культурные корни, Финляндия не входит в этот список, хотя географически и культурно близка к этим странам. Вместе с Исландией и Финляндией эти 3 государства образуют так называемые северные страны – Nordic Countries. Сами финны предпочитают называть себя северянами, но никак не скандинавами. Спросите любого человека на улице, какая пустыня самая большая, и он уверенно скажет «Сахара». Но это заблуждение. По научному определению, пустыней считается место, где в год выпадает менее 250 мм осадков. В Антарктиде почти нет дождя, там идет лишь снег, и его крайне мало. Именно поэтому антарктическая пустыня является самой большой на Земле. Ее площадь примерно на 50% больше, чем у Сахары. Нью-Йорк – это крупнейший город в штате Нью-Йорк и один из крупнейших мегаполисов мира. Но несмотря на его масштаб и известность, столицей штата является совсем не Нью-Йорк, а маленький город Олбани, расположенный примерно в 250 километрах к северу от Нью-Йорка. Причина проста – именно там размещается правительство штата. Можно доехать из Северной Кореи до Норвегии или Финляндии, пересекая всего одну страну – Россию. Ну, или раньше так можно было. Это звучит совершенно невероятно, ведь Северную Корею и Норвегию разделяют почти 7000 километров. Однако, как бы странно это ни звучало, добраться из Пхеньяна до Хельсинки или Осло можно, пересекая только одну страну – Россию. Многие люди интуитивно считают, что ближайший сосед Австралии – Новая Зеландия. Но на самом деле Новая Зеландия находится достаточно далеко, на расстоянии около 2000 километров. Самая же близкая к Австралии страна – это Папуа-Новая Гвинея, которая отделена от австралийского континента узким Торресовым проливом, совсем недалеко расположены и многочисленные острова Индонезии. Внезапный факт. В Австралии сейчас живет примерно в 2 раза больше кенгуру, около 50 миллионов, чем людей, которых около 25 миллионов. Спросите случайного человека о самом большом городе Средиземноморья, и он скорее всего назовет Барселону, Афины или Рим. Однако крупнейшим средиземноморским городом является Александрия в Египте, население которой превышает 6 миллионов человек. Барселона, для сравнения, уступает Александрии примерно на 500 000 жителей. Интересный факт. Александрия была основана Александром Македонским в 331 году до нашей эры и долгое время являлась важнейшим центром античной науки и культуры, где находился легендарный Александрийский маяк и знаменитая Александрийская библиотека. Остров в Тихом океане обычно ассоциируется с тропиками и пальмами, однако Алеутские острова, принадлежащие США и расположенные близ Аляски, совершенно не такие. Они славятся суровым климатом. Здесь холодно, выпадает снег, а воды вокруг островов часто усеяны айсбергами. Геологически острова являются частью Тихоокеанского вулканического огненного кольца, где землетрясения и извержения – обычное дело. Факт для контраста. В этих же широтах находится и самая длинная горная система на планете – Анды в Южной Америке, протянувшиеся более чем на 7500 километров. Великобритания, Англия и остров Великобритания – это невзаимозаменяемые термины. Люди часто путаются в этих терминах, но давай разберемся. Остров Великобритания – это крупнейший остров, на котором расположены Англия, Шотландия и Уэльс. Соединенное Королевство, United Kingdom – это страна, состоящая из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Англия – это только часть Великобритании, отдельная страна, но не синоним всего государства. Также следует помнить, что понятия англичанин и британец не совпадают. Англичане – это жители именно Англии, а британцами могут быть жители Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Такие дела. Многие считают, что Сахара – самая сухая неполярная пустыня на Земле, но на самом деле это название принадлежит Атакаме в Чили. Среднегодовое количество осадков здесь всего около 15 мм, а в некоторых районах не было дождей более 500 лет. Атакама настолько сухая, что ее ландшафты используют для испытаний марсоходов НАСА, потому что это место максимально похоже на поверхность Марса. Интересно, что в 2015 году в Атакаме впервые за долгое время прошли значительные дожди. И пустыня на короткое время покрылась цветущими растениями, вызвав огромный туристический ажиотаж. Мертвое море часто называют самым соленым водоемом планеты, но существует гораздо более соленый – это пруд Дон Жуан в Антарктиде. Концентрация соли в нем составляет около 44%, в то время как в Мертвом море примерно 33%. Этот пруд настолько соленый, что не замерзает даже при экстремально низких температурах Антарктиды – минус 50 градусов Цельсия. Если спросить о самых знаменитых горах, большинство вспомнит Гималаи, но самая длинная горная цепь на планете – это Анды, протянувшаяся вдоль западного побережья Южной Америки, примерно на 7500 километров. Это в 3 раза длиннее Гималаев. Анды пересекают 7 стран, включая Аргентину, Чили и Перу. Удивительно, но самая крепкая валюта в мире – это не доллар США и не евро, а кувейтский динар. Один кувейтский динар равен примерно 3,2 долларов США, что делает его валютой с самой высокой стоимостью относительно доллара. Это связано с экономикой Кувейта, основанной на нефтедобыче и высоком уровне жизни. Хотя культура и климат Португалии типично средиземноморские, сама страна не имеет побережья на Средиземном море. Она полностью выходит на Атлантический океан, что делает Португалию атлантической страной. Испания полностью перекрывает доступ португальцев к Средиземноморью. Хотя Венеция – самый известный город на воде, у нее далеко не самое большое количество каналов. Например, в Амстердаме более 165 каналов общей протяженностью свыше 100 километров, а в Бирмингеме около 56 километров каналов, что больше, чем у Венеции, где их примерно 42 километра. Причем бирмингемские каналы были важной частью промышленной инфраструктуры Великобритании в XIX веке. Амазонские джунгли, несомненно, самые известные тропические леса, однако самый большой лесной массив на планете – это тайга, занимающая примерно 17 миллионов квадратных километров. Тайга простирается через Россию, Канаду, Аляску и Скандинавию, занимая площадь почти в 3 раза больше, чем Амазонский лес. Береговая линия Норвегии настолько длинная, что могла бы дважды обернуть Землю. На карте Норвегия не кажется очень большой, но ее береговая линия невероятно длинная благодаря огромному количеству фьордов и островов. Общая длина береговой линии Норвегии превышает 100 тысяч километров. Этого хватило бы, чтобы дважды обернуть экватор нашей планеты, который около 40 тысяч километров. Больше англоговорящих живет на Филиппинах, чем в Великобритании. В это сложно поверить, но это факт. Население Филиппин около 114 миллионов человек, из которых более 70 миллионов владеют английским языком. Это больше, чем общее число жителей Великобритании, которое около 69 миллионов человек, из которых примерно 64 миллиона говорит по-английски. В Бразилии больше носителей немецкого языка, чем в Бельгии и Люксембурге вместе взятых. В Бразилии проживает около 3 миллионов носителей немецкого языка, в то время как в Бельгии и Люксембурге вместе взятых их чуть больше миллиона. Немецкий язык в Бразилию принесли многочисленные иммигранты в 19 и 20 веках, которые создали крупные немецкоязычные сообщества на юге страны.
В Австралии больше верблюдов, чем в Египте. Верблюдов обычно связывают с пустынями Африки и Ближнего Востока, но на самом деле Австралия обладает крупнейшим поголовьем диких верблюдов в мире – около 300 тысяч особей, тогда как в Египте их значительно меньше. Верблюды были завезены в Австралию в 19 веке для транспортировки грузов, но со временем стали дикими и размножились. Боливия – страна без выхода к морю, но у нее все же есть свой военно-морской флот. Более 170 военных кораблей патрулируют крупные реки и озера, борются с контрабандой и перевозкой наркотиков, а также оказывают помощь жителям отдаленных районов страны. Самый восточный и самый западный штат США – это Аляска. Это звучит странно, но это абсолютная правда. Аляска не только самый западный штат США, но и самый восточный. Это связано с тем, что Алеутские острова пересекают линию перемены дат. Таким образом, часть Аляски находится в восточном полушарии. Самый крупный город, где говорят по-французски, находится не во Франции и не в Канаде, а в Африке. Это столица Демократической Республики Конго – Киншаса. Ее население составляет около 17 миллионов человек. Канада имеет больше озер, чем весь остальной мир вместе взятый. Количество озер в Канаде потрясает – около 2 миллионов. Это больше, чем во всех других странах мира вместе взятых. Только в одной провинции Онтарио насчитывается около 250 тысяч озер. Большинство людей назовут Индонезию или Филиппины как страны с наибольшим числом островов, но настоящим рекордсменом является Швеция, имеющая около 267 тысяч островов. Это больше, чем в любой другой стране мира. Самый короткий международный авиарейс в мире соединяет города Браззавиль, столица Республики Конго, и Киншасу, столица Демократической Республики Конго. Расстояние между ними всего около 24 километров. Официальное расписание полета составляет около 50 минут, но на деле сам перелет занимает всего около 15 минут. Даньянь-Куньшаньский мост в Китае – самый длинный мост на планете. Его длина составляет 164,8 километра. Этот мост используется для железнодорожного сообщения, и по нему курсируют скоростные поезда между Пекином и Шанхаем. Чтобы преодолеть мост от начала до конца на поезде, требуется около 2 часов. Канада обычно ассоциируется с суровым холодом, но летом здесь может быть невероятно жарко. В 2021 году в городе Литтон, Британская Колумбия, была зафиксирована рекордная для страны температура – плюс 49,6 градусов Цельсия. Это выше максимальных температур во многих странах Африки и Ближнего Востока. Сейшелы, островное государство в Индийском океане, имеет самую высокую экономику в Африке по показателю ВВП на душу населения – около 18 тысяч долларов США. Это связано с развитым туризмом и ограниченным числом жителей – около 100 тысяч человек. В Боливии находится город Ла-Пас, самая высокогорная столица в мире. Столица Боливии, Ла-Пас, расположена на высоте примерно 3640 метров над уровнем моря. Это делает ее самой высокогорной столицей в мире. Воздух здесь настолько разреженный, что многие туристы в первые дни испытывают горную болезнь. Самая близкая к космосу вершина – гора Чимбораса в Эквадоре. Многие считают Эверест самой высокой горой мира. И это верно по высоте над уровнем моря. Но если считать расстояние от центра Земли, то гора Чимбораса в Эквадоре ближе к космосу из-за экваториальной выпуклости планеты. Ее вершина находится на 2,1 километра дальше от центра Земли, чем Эверест. Северный Сентинельский остров населяют абсолютно изолированные люди. На Северном Сентинельском острове в Индийском океане живет племя сентинельцев, которое остается полностью изолированным от современной цивилизации уже около 60 тысяч лет. Они активно сопротивляются любым контактам, атакуя любого, кто приблизится к острову. Численность племени оценивается от 40 до 500 человек.
Красный пляж в Китае покрыт красными растениями, а не песком. Пляж Паньцзинь в Китае известен не золотым песком, а ярко-красными растениями вида суэда. Осенью эти растения приобретают насыщенный красный цвет, создавая уникальный природный ландшафт. Пейзажи гор Чжэнцзэнцзе в Китае, состоящие из высоких песчаниковых колонн, вдохновили Джеймса Кэмерона на создание летающих гор «Аллилуйя» в фильме «Аватар». Эти горы находятся в национальном парке, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Остров Сокорта в Йемене славится уникальными растениями. Остров Сокорта – это одно из самых изолированных мест на Земле, где произрастает около 700 видов растений, треть из которых не встречается нигде больше. Например, дерево драконовой крови – символ острова, которое выглядит крайне необычно и древне. Нейпида стал новой столицей Мьянмы в 2005 году, заменив старую столицу Янгон. Она была построена с нуля и занимает площадь, сравнимую с Лондоном. Однако, несмотря на наличие современных зданий, 20-полосных магистралей и отелей, город выглядит пустынным. Население города не превышает 1 миллиона человек, и по улицам редко можно увидеть пешеходов или автомобилей. Это одна из самых призрачных столиц мира. На острове Бахоль, Филиппины, находится около 1700 холмов почти одинаковой формы и размера. Во время сухого сезона растительность на них выгорает и становится коричневой, из-за чего они и получили название «шоколадные холмы». Геологи считают, что они образовались в результате подъема коралловых отложений и эрозии. Озеро Хиллер в Западной Австралии выглядит как огромный бассейн с розовой водой. Причина цвета в микроскопических водорослях Дуналиелла солоноводная, которые производят бета-каротин, пигмент, окрашивающий воду в розовый. Это не иллюзия и не химия, вода действительно остается розовой даже в пробирке. Гора Виникунка или Радужная гора – одно из самых ярких природных чудес Перу. Цветные полосы на ее склонах – результат отложений различных минералов. Красный – от оксидов железа, зеленый – от меди, желтый – от серы. Открыта она была лишь в 2015 году, после того, как растаявший снег обнажил ее поверхность. Куберпеди – это шахтерский город, где большая часть зданий расположена под землей. Причина – экстремальная жара. Летом температура может достигать плюс 45 градусов Цельсия. Подземные дома, гостиницы и даже церкви выдолблены прямо в скале и обеспечивают комфортную температуру круглый год. В городе Кливань Ровенской области находится уникальный участок железной дороги, проходящий через густой зеленый тоннель из переплетенных деревьев. Летом и весной тоннель особенно красив и напоминает сказочный коридор. Это место стало популярным у фотографов и туристов, особенно среди пар, благодаря романтической атмосфере. Папуа-Новая Гвинея – мировая столица языкового разнообразия. В стране говорят на более чем 840 живых языках, что составляет более 11% всех языков мира. Это связано с труднодоступной географией и обособленными племенами, которые веками жили изолированно друг от друга. Самый высокий процент курящих в мире – Кирибати – 52,4%. Кирибати – Тихоокеанское островное государство, где уровень курения один из самых высоких на планете. Более половины взрослого населения – курильщики. Это связано с низкой стоимостью табачных изделий и слабым регулированием рекламы табака. Больше всего собак на душу населения в Венгрии. США лидируют по общему количеству домашних собак – около 90 миллионов, но по числу собак на 100 человек впереди Венгрия. Это связано с культурными особенностями. Многие венгры предпочитают иметь не одну, а несколько собак, особенно в сельской местности. Самый высокий зарегистрированный уровень ультрафиолетового излучения 43,3 был зафиксирован в Боливии.
В 2003 году в городе Ла-Пас, Боливия, ученые зафиксировали рекордный уровень ультрафиолетового излучения – 43,3 по шкале ультрафиолетового индекса. Это считается экстремально опасным для человека, и в таких условиях можно получить ожог даже за 5-10 минут без защиты. Россия – абсолютный лидер по лесам, но на втором месте Канада. В стране растет более 300 миллиардов деревьев. Для сравнения, это около 8 тысяч деревьев на каждого жителя страны. Вместе эти две страны содержат более половины всех деревьев Земли. Больше всего миллиардеров в Пекине. Хотя Нью-Йорк долгое время был городом номер один по количеству миллиардеров, в последние годы его обогнал Пекин. В столице Китая живет более 100 миллиардеров, и это отражает стремительный экономический рост страны и роль Пекина в центре финансов, технологий и промышленности. Самый большой стадион в мире по вместимости находится в Индии – 132 тысячи зрителей. Речь идет о стадионе Нарендра Моди в городе Ахмедабад. Этот стадион построен в 2020 году и способен вместить 132 тысячи человек. Он используется в основном для крикета, самого популярного вида спорта в Индии. Для сравнения, легендарный Маракана в Бразилии вмещает около 79 тысяч человек. Норвегия лидирует по доле электромобилей, почти 75% от всех продаж. Норвегия – мировой лидер в переходе на электротранспорт. В 2020 году почти 75% всех проданных автомобилей в стране были электрическими. Этому способствуют государственные субсидии, освобождение от налогов, бесплатный проезд по дорогам и парковка для электроавтомобилей. Самая высокая неиспользуемая постройка в мире – гостиница Рюгён в Северной Корее. Гостиница Рюгён в Пхеньяне – гигантская пирамида высотой 330 метров. Ее строительство началось еще в 1987 году, но так и не было завершено. Здание так и не было открыто и большую часть времени представляло собой бетонный призрак. Позже его облицевали стеклом, но здание по-прежнему пустует. Канкар-Пунцум в Бутане – самая высокая непокоренная гора в мире. Эта гора высотой 7570 метров находится в Бутане и до сих пор никем не была покорена. Попытки восхождения были запрещены с 1994 года из-за духовного значения вершины для местных буддистов. Это делает Канкар-Пунцум самой высокой официально непокоренной точкой планеты. Крупнейший национальный парк в мире находится в Гренландии. Северо-восточный Гренландский национальный парк – самый большой охраняемый природный парк на Земле. Его площадь около 972 тысяч квадратных километров. Это больше, чем площадь всех стран Скандинавии вместе взятых. Здесь нет постоянного населения, и доступ к парку строго ограничен. Крупнейший по площади город на Земле – Хулунбуир в Китае. Хулунбуир – административный городской округ в автономном районе Внутренняя Монголия. Его территория составляет около 263 тысяч квадратных километров, почти половина Франции. Хотя это город по административному статусу, большая часть его территории – это степи, горы и леса. 90% людей на планете живет в северном полушарии. Планета населена крайне неравномерно. Почти все крупнейшие страны по населению – Китай, Индия, США, Россия, страны Европы и Ближнего Востока – находятся в северном полушарии. В южном же только Бразилия, Индонезия и Австралия имеют значительные массы населения. Китай производит около 41% всей солнечной энергии на Земле. Китай – мировой лидер по производству солнечной энергии. По данным на 2024 год, страна произвела около 1000 тераватт-часов солнечной электроэнергии, что составляет примерно 41% глобального объема. Этого достаточно, чтобы целый год снабжать электричеством такую страну, как Индия. В Индонезии на острове Ява есть вулкан с синим огнем из-за высокой концентрации серы.
Вулкан Иджен известен тем, что ночью его потоки лавы светятся синим цветом. На самом деле это не сама лава синяя, а горящие газы серые, которые испаряются и загораются при контакте с кислородом, создавая уникальное синее пламя. Самая высокая скорость ветра на Земле была зафиксирована в Австралии 407 км в час. Эта невероятная скорость ветра была зафиксирована во время циклона Оливия в 1996 году на острове Барроу. Это больше, чем скорость взлета некоторых самолетов. Самые длинные речные системы – Нил, Амазонка, Янцзы, Миссисипи и Енисей. Хотя Амазонка часто считается самой длинной рекой, Нил в Африке все еще удерживает первенство в большинстве научных источников. Енисей замыкает пятерку. Южный Судан – самая молодая страна в мире. Он получил независимость от Судана в 2011 году, после долгих лет гражданской войны. Страна до сих пор борется с последствиями конфликтов и развитием инфраструктуры. В Бутане не считают ВВП, а используют индекс валового национального счастья. Это уникальный подход измеряет благополучие граждан не только в деньгах, но и по уровню здоровья, образования, экологии и культуры. Бутан – одна из немногих стран, где духовное важнее материального. В Сан-Марино автомобилей больше, чем жителей. В этом карликовом государстве на каждого жителя приходится в среднем 1,6 машины. Это рекорд по плотности личного автотранспорта на душу населения. Больше всего ресторанов со звездами Мишлен в Токио. Этот город удерживает мировое лидерство по количеству заведений с мишленовскими звездами. Франция, родина гида Мишлен, занимает только второе место. Средний возраст в Нигере, государстве на западе Африки, всего 15 лет. Это делает население Нигера самым молодым в мире. Почти половина населения страны – дети младше 15 лет. Причина – высокий уровень рождаемости и низкая продолжительность жизни. Крупнейший в мире необитаемый остров – остров Девон в Канаде. Площадь острова более 55 тысяч квадратных километров, и он полностью необитаем из-за арктического климата. НАСА использует его как полигон для моделирования условий на Марсе. В Монголии живет меньше людей, чем в одном Гонконге. Население Монголии около 3,3 миллионов, в то время как в Гонконге более 7 миллионов. При этом Монголия занимает площадь в 400 раз превышающую территорию Гонконга. Самая северная столица мира – Рейкьявик, Исландия. Рейкьявик расположен на 64 градусе северной широты. Это делает его самой северной официальной столицей. Тем не менее, климат здесь относительно мягкий, благодаря Гольфстриму. Единственная страна, находящаяся сразу во всех 4 полушариях Земли – Кирибати. Эта тихоокеанская страна пересекает экватор и линию перемены дат, охватывая северное, южное, восточное и западное полушария одновременно. Уникальный географический парадокс. В Люксембурге самый высокий ВВП на душу населения – более 127 тысяч долларов. Несмотря на крошечный размер страны и население чуть более 600 тысяч, экономические показатели Люксембурга одни из лучших в мире. Причины – финансы, банки, низкие налоги и высокие технологии. В Гималаях находится не только самая высокая гора, но и самая опасная – Аннапурна-1. Гора высотой 8091 метр, на которой зафиксирован один из самых высоких уровней смертности среди альпинистов. Около 32% восходителей не возвращаются обратно. Для сравнения, у Эвереста около 4%. Самое населенное островное государство – Индонезия. На более чем 17 тысячах островах проживает свыше 270 миллионов человек. Это делает Индонезию не только крупнейшей мусульманской страной мира, но и лидером среди островных стран по населению.
Единственный регион на суше, официальной валютой которого является евро – французская Гвиана. Несмотря на то, что она расположена в Южной Америке, французская Гвиана – часть Франции. Здесь действует французское законодательство и используется евро как основная валюта. Самая удаленная точка Земли от суши – точка Немо. Находится в южной части Тихого океана. Ближайшая суша от нее находится на расстоянии более 2600 километров. В момент пролета космической станции астронавты – ближайшие соседи к этой точке. Самая длинная страна по протяженности с севера на юг – Чили. Чили тянется на более чем 4300 километров с севера на юг, охватывая разнообразные климатические зоны от пустыни Атакама до ледников Патагонии. При этом ее средняя ширина всего около 180 километров. Вот тебе топ самых удивительных, безумных и поразительных географических фактов, которые рушат стереотипы, заставляют пересмотреть карту мира и по-новому взглянуть на нашу планету. Если хотя бы один факт стал для тебя новым, значит ты только что расширил свои горизонты. А если хочешь еще, знай, что у Земли в запасе бесконечное количество сюрпризов. Ставь лайк и подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. И еще увидимся!